Теперь мы с вами рассмотрим V-образный вырез жакета. Посередине переда надо отметить, вот допустим у нас это линия горловины спины, и посередине переда мы должны отметить место пуговицы. Пуговица обычно делается на 4-5 сантиметров ниже линии груди. Планку будем считать 4 сантиметра. Ну, кто сколько хочет. От верхней части плеча, от края, откладываем 4 сантиметра. И от точки А, поскольку она серединой является, откладываем 2 сантиметра вправо и 2 сантиметра влево. И эти точки соединяем. Это у нас получается планка. Более глубже пуговицу не стоит ставить, потому что уже будет некрасиво. Теперь мы должны опустить перпендикуляр из той точки, где у нас заканчивалась планка. То есть по плечу, вот от этого участка. Перпендикуляр опускаем на ту линию, где у нас проходила пуговица. Опускаем перпендикуляр. И считаем, сколько здесь сантиметров. Допустим, у вас 24 сантиметра. И считаем, сколько петель входит в отрезок АБ. Ну, пусть будет тоже 24, чтобы легче было считать. Теперь мы должны 24 сантиметра разделить на 24 петли. Получается 1 сантиметр. Значит, у нас получился 1 сантиметр. Теперь мы должны определить, сколько кромочных в 1 сантиметре. Ну, допустим, у вас в 1 сантиметре 2 кромочных, что соответствует 4 рядам. То есть вы должны убавление делать по 1 петле в каждом 4 ряду. То есть по 1 петле в каждом 4 ряду. То есть вы 3 ряда провязываете, и только в 4 делаете убавление. Значит, мы высоту в сантиметрах от планки, от нижней части планки, разделили на отрезок от вертикали до пуговицы. У нас получился 1 сантиметр. И смотрим, сколько в 1 сантиметре кромочных петель. Если у нас 2 кромочные, значит это 4 ряда. То есть мы в 4 ряду должны убавлять 1 петлю. То есть 3 ряда провязываем, в 4 убавляем. В случае, если вывязываем V-образный вырез без планки, то мы расчет делаем точно так же. То есть измеряем высоту, опускаем из верхней точки плеча перпендикуляр на линию, замеряем, сколько сантиметров она. Допустим, теперь уже будет, ну сколько там, 18, может меньше. И замеряем расстояние от перпендикуляра до мыса. 9, что ли. Ну, пусть 9. Значит, мы должны вот эту высоту вертикальную, 18 сантиметров,
разделить на отрезок АБ, то есть до линии мыса, это вертикаль, узнать, сколько здесь петель. Вот у нас, допустим, 9 петель. 9 петель, а здесь высота 18 сантиметров. Мы должны 18 сантиметров разделить на 9, и получается у нас 2 сантиметра. Смотрим, сколько кромочных в 2 сантиметрах. Если у нас в первом случае в 1 сантиметре было 2 кромочных, то в 2 сантиметрах 4 кромочные. А 4 кромочные – это 8 рядов. То есть мы должны вот мыс убавлять через 7 рядов в 8 ряду. И как раз выйдем на линию плеча, вот в эту точку. Значит, еще раз замеряем, сколько сантиметров вертикальной линии. Делим на количество петель от вертикали до мыса. Получаем сантиметры. Определяем, сколько кромочных в этих сантиметрах. И тогда уже выясняем, сколько в кромочных рядов. И вот в таком ряду, который мы найдем, мы должны делать убавление. Все, что я вам рассказывала в этих видеороликах и показывала, я нанесла на схему, которую я сделала не по самовязу, то есть не по тем изделиям, которые я вязала, а по фабричным. Потому что в фабричных есть минимальная доля ошибки. Значит, у меня есть вырез спинки, горловины спинки. Наметила черным фломастером вырез неглубокий, красным вырез более глубокий и синим мысом, вырез мысом. И каждому цвету соответствует цвет вертикальных линий. То есть вот красный вырез, у меня красные линии, черный вырез, у меня вот черные линии, и синий вырез, вот они, синие линии. То есть я уже по этой схеме просто могу прикладывать связанный образец к горизонтальным или вертикальным линиям и смотреть, сколько у меня петель и сколько кромочных входит в данную схему. И уже делать расчеты и делать убавления. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.